Всем привет от Каруна. Добро пожаловать на мой канал по армянскому дудуку. И я продолжаю вас информировать о всем самом интересном, что попадает мне в руки. И сегодня мастер Артур Григорян, перед тем, как отправить инструмент своему владельцу, дудукисту и преподавателю из Санкт-Петербурга Арсену Григоряну, они, кстати, не родственники, Арсен разрешил мне сделать обзор своего инструмента. Это его инструмент игровой, который он передавал Артуру для того, чтобы Артур смонтировал здесь вот этот вот нижний клапан. Верхний клапан у Арсена уже был в наличии вот этот, и Артур должен был сделать вот этот нижний, что он, собственно говоря, и сделал. Сделал этот клапан, поменял здесь подушки для того, чтобы все хорошо было, все хорошо закрывалось плотненько. И теперь этот инструмент с двумя металлическими клапанами. Вы могли видеть у меня в постах на Фейсбуке и ВКонтакте, я показывал вам инструмент си-бемоль Джованна Гаспаряна. Кстати говоря, он у меня до сих пор здесь есть. Вот инструмент Джованна Гаспаряна. Мне его придется передать Артуру обратно. Вот такой вот, да, чем-то они похожи, но сам этот инструмент для Джованна Артур не делал, но он делал для него вот эти вот клапана, которые выглядят практически идентично с тем, что вы видите на дудуке ля Арсена. Вот, разве что у Арсена клапан, сама вот тарелочка, да, вот это вот находится вверху, а у Джованна внизу. Вот так вот. И если вы еще обратите внимание, то дудук ля Арсена клапан сделан под левую руку, то есть левая рука сверху, и она закрывает клапан вот так, а у Джованна Гаспаряна справа. То есть Джован играл с правой рукой наверху. То есть я, например, использовать этот клапан не могу, но вот здесь вот на дудуке Арсена могу это сделать легко. И я попробовал клапан нижний, который закрывает ноту ми. Вот здесь. Так что все те произведения, в которых вам необходимо было до этого прижимать дудук к животу или к бедру или к колену для того, чтобы закрыть вот это отверстие ноты ми, теперь вы можете сделать при помощи клапана. И что самое интересное, я еще заметил, то есть клапан, он вроде бы как закрывает сразу же всю ноту целиком, да? Но я вам выложу небольшую запись, где я сыграл маленький кусочек произведения, где необходимо было сыграть половину вот этого, да, отверстия, то есть полтона здесь. То есть у нас здесь на полтона получается нота фа. Так вот, у меня это также получилось сделать. То есть если это фа вас не интересует, как конкретная такая стабильная длинная нота, которую будет сложновато зажать при помощи клапана, да, можно разве что сделать вот тень максимальную, и тогда это будет не фа диез и не ми, а именно фа. Но вот на короткие какие-то нотки, да, это сделать можно, и я вам продемонстрирую это. Так что получается, что при помощи этого клапана мы не только получаем свободную ноту ми, которую, кстати говоря, прижимаем здесь большим пальцем, да, но и даже можно сыграть фа. Она не будет звучать очень открыто, она будет звучать так вот сипловато, но тем не менее фа будет, и если нота короткая, то это просто спасение на самом деле, потому что животом закрывать половину ноты это не каждый может. В чем интерес вот конкретно инструмента с клапанами? Кто из вас не знает, что происходит? Вот самое главное здесь, я считаю, клапан верхний, то есть он отвечает за то, чтобы легко играть верхние ноты, которые мы прижимаем губами. И смысл, как я понимаю, не в том, чтобы просто ленивую сыграть ноту си верхнюю, да, когда мы с вами сильно прижимаем губы, а в том, чтобы сыграть ноту, которая идет еще выше, то есть на полтона вверх, где мы получаем ноту до диез, как вот здесь вот на нижней октаве на 4 пальца. Так что при помощи этого клапана у нас открывается новая возможность играть еще более высокую ноту. То есть можем уходить на до диез. Почему я так говорю? Почему это главная задача верхнего клапана? Потому что армянские дудукисты, в общем, без проблем играют и так верхнюю ноту си. Это, то есть в основном для европейцев трудновато, но для армянских дудукистов в этом никакой проблемы нет. Они несколько лет учатся в консерватории, еще до этого могут в колледже где-то учиться, да, в музыкальной школе, где они учатся играть на дудуке. И у них есть доступ к хорошим камышам, которые хорошо берут верхние ноты.
Но для нас с вами этот верхний клапан может быть актуален и с точки зрения того, чтобы чисто хорошо играть верхнюю ноту си, делать на ней нормальное вибрато, а не какое-то там слишком такое узкое и плоское, и непонятно, возьмешь эту ноту, не возьмешь. Уже с этой даже точки зрения верхний клапан просто спасительный. То есть у меня есть несколько камышей, такие мягковатые. На мягковатых камышах верхние ноты играть сложновато, это правда. То есть если сравнивать камыши средние или тугие и мягкие, то на мягких камышах обычно верхние ноты играть трудно. То есть они либо могут вообще не браться, либо очень-очень плоско. Но вот этот парень, он дает нам возможность сыграть и в том числе на таких камышах, на мягких или просто на тех, у которых нота верхняя си не очень, сыграть ее открыто. Да и просто, если у вас техники не хватает для того, чтобы силы губ не хватает, просто навыка не хватает, вы можете использовать вот такой клапан. Я считаю, что клапан очень эргономичный, мне он очень нравится, но по части того, где располагать вот эту тарелку, мне больше нравится, например, вариант у Джованны Гаспаряна, когда она находится внизу. И в этом случае, когда вы оперируете вот этим отверстием, здесь вот этим вот пальцем, да, то есть вот эта тарелка вам, крышка вам это не мешает. А здесь у меня немного возникают трудности иногда с непривычки, то, что палец начинает задевать вот за верхнюю тарелочку здесь. Но, как сказал Артур, Арсен хотел именно так, хотел именно клапан сверху, чтобы был отверстие сверху, а не снизу. И вот в данном случае это так. Привыкнуть можно и к такой версии, в этом никаких проблем нет. Вообще привыкнуть можно ко всему. Например, вот этот нижний клапан, который закрывает ноту ми, да, то есть у меня пока с ним трудности. То есть пока не получается мгновенно закрыть. То есть если я, например, перехожу отсюда и сразу необходимо перейти сюда на фа диез, да, на фа диез, и одновременно закрыть еще и эту ноту для того, чтобы получить, например, сразу же ноту ми. То есть у меня пока это не получается, и приходится там как-то читерством заниматься и предварительно как-то этот клапан закрыть, а потом уже закрыть все. Но это пока у меня просто этот дудук всего несколько часов. Артур мне его только что дал, и попрактиковаться не было возможности. А дудук необходимо уже отправлять сегодня, и поэтому я быстренько на скоряк делаю для вас это видео. Но постараюсь рассказать максимально, что я обнаружил для себя. Обнаружил, что мне как минимум необходим инструмент вот с таким клапаном. Такой, наверное, мне не обязательно. Можно. Я не часто играю животом. Но если в микрофон играть, да, животом, то есть вы играете па-па-па-па-па-па, а потом нужно уходить вниз, то, конечно, звук будет теряться, если вы играете с микрофоном. Поэтому для записи, конечно, этот клапан идеальная вещь. Во-первых, он не шумит, очень, очень тихий, видите, я нажимаю, практически вообще никакого шума нет. Да. То есть на армянском рынке дудуки с клапанами, где они довольно-таки сильно шумят. То есть это все зависит от того, насколько клапан хорошо продуман, насколько хороший его дизайн, какие части здесь отлиты, какие части взяты от других инструментов, от кларнетов или там от чего они берутся. Но факт тот, что все должно быть сделано здесь вот оптимально, хорошо продумано, эргономично для того, чтобы клапан был и удобен, и не издавал шума. Для того, чтобы когда вы играете, особенно с микрофоном, всего этого, всех этих дополнительных шумов не было. Вот так. Так что вот в этом случае у Артура очень эргономично, мне очень-очень нравится, остается только привыкнуть вот к такому клапану. Ну, у меня таких пока нету, надеюсь, вот такой когда-нибудь будет. Так, значит, что дает нам верхний клапан? Верхний клапан вам не дает автоматически верхнюю ноту си, он вам дает лишь ноту си бемоль или ля диез, да, то есть вы открываете все отверстия, вот вы все отверстия открыли, как на обычном дудуке, да, и дальше вы уже, не сжимая губы, просто приоткрываете этот клапан и получаете ноту си бемоль. На расслабленных губах, на таких, как вы играли, все открытые здесь. И дальше уже вы чуть-чуть прижимаете губы для того, чтобы получить ноту си. Не сильно, как у нас на обычном дудуке, а именно чуть-чуть, как будто вы играете именно си бемоль на обычном дудуке, а не ноту си. Поэтому в этом и есть преимущество. То есть поймите, да, то есть этот клапан у нас открывает на полтона вверх, а не на целый тон. И уже дальше, если вы прижмете с такой же силой, как вы на обычном дудуке прижимали, чтобы получить верхнюю ноту си, вы уже получаете ноту до диез, вот такую, как здесь. Я не знаю лично ни одного произведения, где мне понадобилось бы играть верхнюю до диез, но такие однозначно есть, иначе бы эти клапаны даже не стали, я думаю, придумывать. И
если играть мугамы, наверное, это однозначно там есть такие моменты, когда необходимо уходить выше. Потому что мугам, он более такой импровизационный. То есть это не какое-то устойчивое произведение, да, то есть там много импровизаций, и музыканты уходят и вверх, и вниз, далеко. Если вы слышали, например, некоторые записи Георгия Минасова, то есть на его расширенной версии дудука, там, да, то есть там гораздо больше клапанов, чем здесь у Артура Григоряна, ну и конструкция у них, кстати говоря, совсем другая, чем здесь, то там вы можете услышать в этих мугамах, что Георгий Минасов начинает играть ноты даже не ми здесь, а что-то еще ниже, то есть он, наверное, с ре начинает или там с ре диез он начинает играть. Вот так. Если как вот у Георгия Минасова, когда он был жив, да, делал эти инструменты, то чем больше клапанов, тем у вас длиннее становится инструмент, тем сильнее необходимо дуть. Значит, да, то есть от длины инструмента зависит, насколько сильно вы дуете. И насколько трудный или нетрудный вы можете использовать для этого камыш. Но здесь инструмент точно такой же длины, как и обычный инструмент строиля. По длине ничего не поменялось. Вот. Вот это мой дудук ля. И вот Арсена Григоряна. Чудесный дудук. Очень хороший у него тембр. Сложность, которая может возникнуть с непривычки при игре и использовании верхнего клапана, это в том, что вы, когда начнете играть ноту си, вы по привычке, может быть, будете сжимать губы слишком сильно и уходить выше, чем необходимо на ноту си. Вот это то, с чем я сразу же столкнулся, когда начал пробовать тестировать этот клапан. То есть вам нужно привыкать обратно, да, то есть помнить, что не нужно губы сжимать слишком сильно, чтобы получить си. Вот такая трудность первая, которая возникла. Но опять же, с практикой можно привыкнуть ко всему, и этот клапан будет для вас во многих случаях просто спасительным. Что он еще дает? Кроме того, что вы можете свободно брать верхнюю ноту си, вы можете еще свободно делать на ней вибрато. Часто я замечал, что когда у меня получается взять ноту си, но не получается взять это хорошо, то звук получается плоским, и до вибрации там уже вообще о ней нет разговора даже. Хорошо, что вы уже ее взял. Но на таком варианте инструмента вы можете и делать свободно вибрацию. Также имейте в виду, что клапан открывает ноту сразу. Да, то есть, наверное, можно привыкнуть, как я вот вам показывал здесь внизу, открывать потихонечку, давать небольшую тень, но привычку эту необходимо выработать, этот навык. В принципе, клапан открывается сразу, как и закрывается сразу. Поэтому сделать на этом инструменте открытие ноты слайдом, как нам иногда хочется, да, так открыть вот так, не получится. То есть по умолчанию клапан открывается сразу. И если вы хотите сделать здесь что-то такое типа слайда, то необходимо дополнительно будет интонировать губами. То есть иметь более привычные к таким вещам губы, да, то есть в которые вы можете расслаблять и напрягать так, как вам нужно, для того, чтобы получить именно нужную интонацию. Еще раз хочу напомнить, что при использовании верхнего клапана для того, чтобы сыграть ноту си, вам подойдут абсолютно все камыши. То есть даже те, на которых у вас это ни при каких условиях не получалось сделать. В идеале, если вы планируете инструмент с клапаном или с большим количеством клапанов, ну, здесь вот с двумя, да, лучше всего сказать об этом мастеру до изготовления инструмента. Да, это можно сделать уже на готовый инструмент, как это было сделано здесь вот в случае дудука Арсена, но в идеале, конечно, делать дудук с нуля уже, чтобы мастер знал, что на нем будут клапана. То есть так ему эту работу будет сделать проще и быстрее. Вообще, конечно, такая работа очень аккуратная и тщательная. Много тут нужно подгонять. Это занимает время, и знаете, что инструмент с клапаном его изготовление займет существенно больше времени. Особенно если тут больше, чем один. То есть просто знайте, что изготовление такого инструмента занимает время. У Артура изготовление клапанов гибридное, то есть он не берет, как некоторые другие производители, все детали от других каких-то инструментов, там, от старых кларнетов или от чего-то еще. Да, то есть часть деталей, которые использует Артур, он берет от старых инструментов, часть он вытачивает из таких вот тонких заготовок, как вот используется вот здесь, да, то есть с нуля просто вытачивает эти детали. И часть, вот, например, вот эти вот тарелки, да, то есть вот эта вот часть отливается заново. То есть для этого существует формовочная резина. Изначально мастер должен там, как-то своими какими-то способами
от старых деталей взять и приготовить образец. После этого готовится формовочная резина, и уже под эту формовочную резину берется этот образец, и она вырабатывается изнутри этой резины, и после этого туда уже можно заливать металл и отливать заново вот такие вот детали. Ну, некоторые детали отлить нельзя, их необходимо брать только от каких-то уже старых, готовых или инструментов, или вот вырезать вручную. Давайте я вам сейчас покажу, как это работает. Ну, вот смотрите, что нам дает верхний клапан. Видите, я просто на расслабленных губах после ноты ля, все открытые, открываю клапан, получаю ля диез или си бемоль. Дальше немного прижимаю губы, получаю ноты си, легко. И после этого, если прижму губы еще сильнее, получаю до диез. Вот так это работает. А нота ми вот так. Моя сложность пока это в том, что когда я смещаю большой палец здесь, чтобы закрыть клапан, у меня рука начинает немного елозить по дудуку, и я начинаю чувствовать напряжение. То есть нужно с этим каким-то образом мне лично поработать. Видите, можно сделать фа. Это делается при помощи тени, как я вам показывал здесь. То есть вы закрываете отверстие, но не полностью. Ну что, я вам, думаю, рассказал достаточно по теории, что здесь происходит. А теперь просто послушайте тембр этого инструмента в записи, и там я буду делать пометки, где конкретно я воспользовался функциями клапанов. То есть будут какие-то кусочки произведения, и там, где я воспользовался, я сделаю отметочку. Так что послушайте, посмотрите.
Ну а на этом все. Это был Каруна. Увидимся с вами. Пока.